Сегодня мы поговорим о неалкогольном гепатите с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Неалкогольный стеатогепатит – состояние, которое характеризуется накоплением жира в клетках печени и сопровождается воспалением, высоким риском возникновения фиброза, цирроза, образованием рубцов печени и гепатоцеллюлярного рака. Причины возникновения. Неалкогольный стеатогепатит – НАСГ – один из типов неалкогольной жировой болезни печени – НАЖБП. Еще его называют жировая болезнь печени, связанная с метаболическим синдромом. Поэтому и причины заболевания схожи с причинами возникновения НАЖБП. Точная причина НАСГ неизвестна. Однако он чаще наблюдается у людей с определенными состояниями и заболеваниями: ожирение, сахарный диабет, гиперлипидемия, высокий уровень холестерина и его фракций в крови, инсулинорезистентность — состояние, при котором организм неадекватно реагирует на инсулин, но у человека еще нет сахарного диабета второго типа. Прием некоторых лекарств, например, амиодарон, тамоксифен, стероиды, кок и другие. Редко. Резкое снижение массы тела, например, после бариатрических операций. Резекция желудка. Несмотря на схожесть процессов накопления жира в печени на фоне приема алкоголя, неалкогольный стеатогепатит возникает у людей, которые не употребляют алкоголь или принимают, но в малом количестве, менее 30 грамм в сутки для мужчин и менее 20 грамм в сутки для женщин. Почему врачебное сообщество озабочено ранней выявляемостью и просвещением населения о данном состоянии? Дело в том, что отмечается рост заболеваемости, связанный с НАЖБП и НАСГ, и смертности от цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Неалкогольный гепатит стал вторым ведущим показанием к трансплантации печени в Соединенных Штатах и, как ожидается, станет ведущим показанием в следующем десятилетии. Симптомы. У большинства людей с НАСГ симптомы отсутствуют. В редких случаях его обнаруживают у людей с усталостью, недомоганием и неопределенным дискомфортом в верхней правой части живота, хотя неясно, связаны ли эти симптомы с НАСГ. Диагностика. Диагноз неалкогольный стеатогепатит чаще всего выявляется анализами крови, биохимический анализ, общий анализ, визуализирующими методами, УЗИ, КТ, МРТ. Эти исследования могут выявить накопление жира в печени, но, к сожалению, не смогут отличить НАСГ от других причин заболеваний печени, которые имеют схожий внешний вид. Поэтому золотой стандарт диагностики НАЖБП и НАСГ – биопсия печени. Биопсия печени может помочь определить тяжесть воспаления, наличие фиброза или цирроза. Также существует неинвазивный метод диагностики – фиброскан. В основе метода лежит ультразвук, который способен определять жесткость печени. Фиброскан является альтернативой биопсии. Лечение. К сожалению, волшебной таблетки от неалкогольного стеатогепатита нет. Лечение направлено на контроль состояний, связанных с ним, ожирения, диабета и так далее. В настоящее время изучается несколько экспериментальных методов с использованием препаратов, которые лечат инсулинорезистентность. В основе лечения НАСГ, как и НАЖБП, лежит постепенное снижение массы тела не более 1 кг в неделю, средиземноморский тип питания, физическая активность и отказ от алкоголя. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!